Привет, YouTube! И это рубрика InstaCheck, где я по вашим запросам рассказываю о разных инстабрендах и услугах. И в этом выпуске мы обсудим купальники, в которых можно загореть полностью без белых следов, пистолет по уничтожению губ от косметологов и странные гаджеты для лица от бренда L&L Skin. И я напоминаю, что вот в этот бот мы всегда ждем ваши заявки на проверку различных инстадеятелей. Будь то инфокурсы, косметика и всякое разное. Пишите, я обязательно сделаю обзор по вашим запросам. Ну а если что-то не попадает в видео, то я об этом расскажу в своем Инстаграм. Там я тоже периодически публикую всякую инста-дичь. Подписывайтесь и следите за постами. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Мне в бот написали о новых умных купальниках с просьбой проверить, а стоят ли они вообще своих денег. Тема как раз актуальна, ведь скоро все двинут на моря. Но ни в коем случае нельзя уезжать в отпуск, не купив умные трусы из Инстаграм. Итак, перехожу по ссылке и вижу большой Инстаграм-магазин с купальниками и громкое заявление в шапке профиля. Купальники Rodo Soeli способны подарить нам идеальный, а самое главное, безопасный загар. Вот так, без треугольных следов и вреда для здоровья. Тут же положительные отзывы, покупатели радостно рассказывают о том, что эти купальники – это настоящая защита от солнца. Как минимум SPF 35, а это, на минуточку, немало. Этот купальник работает как средство для загара степени 35, поэтому, чтобы у меня получился ровный загар, я наношу на открытые участки тела крем тоже с защитой 35. Ткань на просвет практически прозрачная, видите? Но когда ты надеваешь это все на тело, этого абсолютно незаметно. То есть можно вообще не переживать по этому поводу. Цена более чем демократичная. Под демократичной ценой блогер имела в виду расценки почти 7 тысяч рублей за штуку. Ну такая, знаете, нехилая демократичность. 7 тысяч за одно лето. Ведь по словам самого бренда, купальник прослужит вам 1 сезон. Не рукожопы могут растянуть удовольствие на 2-3 сезона. Но это не точно. Отслужить сезон готовы купальники не только за 6 с лишним тысяч, но и почти за 10, 16 и 18 тысяч рублей. Тот случай, когда покупка купальника может обойтись дороже отпуска. Адекватно ли отдавать такие суммы за кусочки эластана и полиэстера? Ну, каждый решает сам. Но люди, которые покупают такие купальники, гонятся далеко не за дизайном, а за теми самыми уникальными свойствами. Ведь всем нам не нравятся белые следы от купальников. Все хотят ровный загар, но при этом не сгореть и не получить адскую вредную дозу солнца. И вот бренд говорит нам, что купальник пропускает солнечные лучи, но фильтрует их с помощью ткани сеточки. И действует все это примерно как с кремом с SPF. Вроде и загорел, но не сгорел, как курица-гриль. А еще бренд добавляет, что крем от солнца – это фу, а купальник – это nice. И подкрепляя свои слова заботой о природе, написал там он целую диссертацию о том, что солнцезащитный крем вреден для окружающей среды, однако на главной странице сайта красуется крем под их собственным именем, который, конечно же, особенный и не вредит экологии, но способствует доп. Продажам. Посмотрела я на это, и у меня возникли сомнения. А реально купальник способен защитить от вредных солнечных лучей и при этом не помешать загару? Как оказалось, купальники Rodo Soeli не такие уж и уникальные и неповторимые. Я нашла несколько брендов, которые занялись производством подобной одежды задолго до нашего отечественного аналога. Это ветераны Киники и Cool-Tan. Даже у британского бренда Киники, который одним из первых начал делать такие купальники, цены скромнее, чем у нас. 5000 за цельную модель. Но, друзья, дело далеко не в цене. В отличие от Rodo Soeli, и первый, и второй честны перед своими покупателями, а главное, на самом деле заботятся о здоровье своих клиентов. Итак, владелец бренда Киники Джон Уолкер говорит о том, что у них есть дисклеймер, который предупреждает покупателей о вреде солнца и о том, что под купальник нужно наносить ту же защиту, что и на открытые участки тела. Ну, потому что эта ткань в принципе и создана, чтобы пропускать солнце. И солнцу абсолютно плевать на маркетинг. Оно жарит, как хочет. А еще представители заграничного бренда сообщают, что загар не получится равномерным, если не менять положение крайних швов от их изделий на теле. Ну, потому что через швы солнце не проходит. Так что, девочки, полосочек не избежать даже в умном купальнике. А Cool-Tan пишут, что под купальник солнцезащитный крем наносить особенно важно, так как некоторые места на теле никогда не подвергались прямому воздействию солнечных лучей. А еще Cool-Tan прямо говорят, что ничего не помешает вам сгореть в хлам под таким материалом. Ну а чтобы наверняка убедить вас в том, что купальники для загара равно почти без купальника, предлагаю ознакомиться с мнением нескольких деятелей по борьбе с раком кожи. Это представитель British Skin Foundation, который утверждает, что факт того, что купальники пропускают около 80% солнечного света,
должен настораживать. И представитель организации SK Cyn, который также утверждает, что под купальник очень трудно наносить солнцезащитный крем. И их цель – рекомендовать людям одежду с защитой от ультрафиолета, а не наоборот. На заметку, купальник с защитой от солнца действительно есть. Только вот они выглядят примерно так. И делаются достаточно плотными, в основном из лайкры или полиэстера, а также обладают защитой SPF 50. И да, загара вы под таким купальником не увидите. По сути, вы можете купить умный купальник из Instagram, но мазаться кремом все равно придется. Только согласитесь, наносить крем под купальник при всех прямо на пляже, довольно проблематично. А это придется делать, ведь крем надо обновлять. Но если вы готовы загорать так, как будто вы вовсе без купальника, то тогда welcome. Этот вариант для вас. Но бренд тем временем немножечко вводит нас в заблуждение. Они даже пишут, что их купальники с рукавами позволяют находиться более длительное время на солнце в несколько раз дольше, чем обычно. Таким образом, покупатели думают, что полностью заменяют купальникам защитные кремы. Так верят, что одевают в это детей. И наверняка, впечатлившись, разрешают детям сидеть на солнце подольше. Улавливаете проблемку? Ну а если сказать всем покупателям, что под умный купальник надо наносить защитный крем, то такие купальники будут продаваться уже не так классно. Наверное, поэтому мы не видим таких предупреждений у российского бренда. Друзья, очень многие спрашивают меня, где я покупаю одежду, где я подбираю луки. Все, что вы видите на мне в последних видео, я купила по рекомендациям с телеграм-канала «Залез в Алиэкспресс». Именно после их подборок я заказала на Алиэкспресс вот такую прикольную кофту. Я оставляю ссылочку на телеграм-канал под этим видео и, конечно, ссылку на кофту тоже. Настало время альтернативной косметологии. В одном из своих прошлых выпусков я рассказала о таком девайсе, как Plasma Pen. Ручка, которая якобы убирает морщины путем прижигания кожи. Кошмар еще тот. Советую вам посмотреть. Теперь же ручкой додумались колоть филлеры. В Instagram начала активно пиариться процедура, которая называется Hyaluronic Pen. Суть заключается в том, что вам вводят гиалуронку не через иглу, как это делают дипломированные косметологи, а через специальный инъектор. Заявляют, что боли никакой не будет, анестезии не надо. Результат круче, чем от иглы. Выглядит все, конечно, впечатляюще. Губам подносят этот пистолет, нажимают на курок, тем временем выстреливает гиалуронка. А косметолог либо хаотично ерзает прибором, либо наоборот держит его статично. Техника у всех наугад, но большинство после прокола разминают область введения. Как отмечают сами косметологи, препарат вводится через тонкое отверстие в 0,17 мм, а выстреливает препаратом пружина, которая делает это под сильным давлением. Мне понравилось, как написала одна из таких мастеров. Типа, у нее клиентки не дергаются, а лишь пугаются. Ну да, кто бы не испугался, когда тебе без анестезии внезапно в губы долбит иглой. Тем временем сама врач делает себе инъекции данным аппаратом регулярно. Рекомендует, так сказать. Стало скучно и пошла обкололась ради красоты. А что, удобно? При этом косметолог настаивает на преимуществе Hyaluronic Pen перед иглой. Якобы распределение препарата происходит равномерно. Не то, что классическими шприцами. Но, видимо, все остальные врачи-косметологи колят вообще не соображая куда. Ну да, все верно. Ведь если у тебя и образования нет, и колоть губы ты не умеешь, то любой автоматический аппарат справится априори лучше. Ну, тут я согласна. Хотя никто не учитывает, что надо хотя бы понимать, куда этой ручкой стрелять и чем именно. Глубину проникновения иглы и препарата почему-то никто не описывает в своих постах. Везде только расплывчатые песенки о том, что ее можно регулировать, бла-бла-бла. Короче, загадка какая-то. Может, большинство даже и не в курсе этого вопроса. Вот здесь не знаю. В общем, многие инстаграмные горе-косметологи просекли фишечку и начали использовать Hyaluronic Pen везде, где только возможно. И лбы им колят, и щеки, и шею, и по телу даже предлагают работать. И даже тренинги уже по ним открывают, в надежде заработать на них побольше денежек и продать побольше своих пенов. Есть и аккаунты с продажами. Набирают аудиторию и толкают нашим самозванным косметологам инъекторы от 6,5 до почти 10 тысяч рублей. Тем временем Инстаграм наполняется фотографиями работ Hyaluronic Pen, а косметологи выставляют заманчивые цены всего в 5000 рублей. Ну, согласитесь, это дешево по сравнению с классической процедурой, ведь там цены от 10 тысяч и выше. Только есть одна проблемка. Hyaluronic Pen многие специально преподносят как альтернативу, полностью заменяющую инъекции в губы. Якобы результат точно такой же, но без боли и безопаснее. Но в реальности этот приборчик не проникает на нужную глубину. Использовать в нем можно только неплотные филлеры. Такое поверхностное введение и жидкий препарат просто увлажняют губы, но никак не придает им объем и форму. Да, сразу после процедуры губы слегка пухнут. Извините, вы их иглой долбили полчаса, конечно же будет отек. Но потом губы придут в себя и вернутся в первоначальное положение. Вот и все. Но страшно даже не то, что обманывают с эффектом. Страшно, чем колят
и кто. В руках многих недокосметологов Гиалурон Пен – это не медицинский прибор, не люксовый косметический гаджет и даже не корейская разработка. Это обычный, дешевый и некачественный хлам с Алиэкспресс, который можно купить от 300 рублей. По факту купить его и пользоваться им может кто угодно. Нужно лишь пройти тренинг и растерять совесть. А можно и тренинг не проходить. Образование вообще не требуется. Вот, кстати, пожалуйста, девушка в открытую пишет, что медицинского образования у нее нет. А проводить косметологические процедуры, очень уж хотелось. Вот и на помощь пришел Гиалурон Пен. Ведь для него ничего не надо. Ни диплома, ни лицензии, ни ума. Затем наша умница начала проводить мезотерапию, биоревитализацию, увеличение губ и коррекцию носогубных морщин. На сленге косметологов – складок, если что. И всего-то надо было купить курс за 12 тысяч рублей, сам пен за 6,5 и еще разную мелочь. Вложения, кстати, отбились за 3 процедуры. И вообще это отличная альтернатива для тех, кто не учился на медика. Красота. И об этом человек пишет, не стесняясь, словно все так и должно быть. И знаете, остается только надеяться, что купленному Гиалурон Пену хотя бы прилагаются стерильные сменные насадки и инструкция по санобработке. И знаете, друзья, я уверена, что вот таких умниц, которым так сильно хочется проводить процедуры, не десятки, а даже сотни. И, к сожалению, девушек, которые ведутся на дешевизну и якобы безболезненность, не меньше. И если вы хотите полные губы, без рисков, то, друзья, вам точно не на эту процедуру и не к мастерам-самоучкам. Недавно мне прислали на проверку магазин люксовых японских гаджетов для красоты под названием L&L Skin. В этом магазине аж 160 тысяч подписчиков. И предлагают они странного вида ультразвуковые массажеры и очередную виброщетку подходящей формы. О подобных щеточках от фирмы Foreo я уже делала несколько выпусков. Советую вам посмотреть и узнать, для каких мест щетка предназначена и что такое вибропентагон. Но что отличает этот магазин от сотни других таких же? Тут нам предлагают настоящее качество, японское происхождение и мощный ценник. Ах да, еще красивые фотосессии, бесконечную рекламу от блогеров, пребывающих в восторге от чудо-приборов. Как оказалось, этими штуками пользуются Бородина, Зверева, Кафельникова и все-все-все. В общем, Тимур и его команда. Все самое лучшее приходит у нас из Азии, в том числе из Японии. И с помощью таких маленьких пульсаций, вибраций воздействие на наши мышцы. Давайте же рассмотрим гаджет поближе. Может, это действительно инновационная разработка, которая снимет вам отеки, подтянет кожу, и вы вмиг помолодеете на 10 лет. Итак, выбор вибромассажеров для лица у L&L Skin довольно широк. Тут вам и вот такие виброогурцы за десяточку, треугольнички за 12 тысяч и даже такие штуковины за 17 с лишним тысяч рублей. Про тело бренд тоже не забыл и предлагает нам насладиться всеми красками массажа, опять же, за 17 тысяч рублей. Все красиво, все многообещающе и все дорого. Неприлично дорого и неповторимо. Вот, например, щетку для очищения заявляют как первую в мире щетку с подогревом. Первая, да не последняя. На Алике таких полно. С уникальной формой и подогревом, чтобы не мерзнуть. Только цена не в 10 тысяч, а в 2000. А еще бренд другой. Nice May. И это еще один из дорогих образцов на Алиэкспресс. Есть такие же щеточки по 400 рублей. Разница только в деталях дизайна. Окей, это мы и так знали. Но дело-то тут в японском качестве. А я вам Китай показываю. Да, показываю Китай. Но, друзья, как оказалось, и на одной картинке Китай, и на другой. Я написала продавцу и спросила, где производится их техника. На что мне ответили, что все делается по японской технологии в Китае. А завод принадлежит самим L&L Skin, а вот на сайте написано, что все хозяйство ведется совместно с брендом Marasil. Но о нем поговорим чуть позднее. Итак, я нашла сертификат на этот гаджет на сайте L&L Skin. В нем указан производитель. Завод действительно в Китае. Его продукцию я пробила на Алибабе и, о чудо, нашла среди них ту самую щеточку Nice May. Для них он тоже производит уникальные девайсы. Цена за штуку, кстати, чуть больше 1500 рублей. Получается, что у L&L Skin наценка больше 500%. А вот японский бренд Marasil, которым хвалится L&L Skin, делает свои девайсы на другом заводе. И общего эти два магазина практически ничего не имеют. Стоит также отметить, что Marasil не пользуется никакой популярностью ни за рубежом, ни у нас в стране. А их гаджеты продаются на беру и, что интереснее всего, на Алиэкспресс с доставкой из России. Подозрительно. Просто пока я искала информацию о L&L Skin, я поняла, что таких однотипных брендов очень и очень много. Те же Nice May, Mr. V, Marasil, Alzori и еще одна тонна других умников и умниц. И знаете, возникает подозрение, что они просто тупо нашли своих поставщиков на Алибабе и продают одно и то же с одних и тех же заводов.
по разным ценам, в то время как те же самые продукты, но уже без имени бренда на корпусе, стоят в десятки раз меньше. Пока Моросил толкает за 6 тысяч, ноунейм продает за 800 рублей. С другими приборами бренда такая же китайская история. Опять же, благодаря сертификатам узнаем, что производством занимается уже другой китайский завод. Такие же штуки я нашла на Amazon. Бренд продает свой прибор за $79, а это около 5000 рублей. Но стоит хоть и с натяжкой, но все же отдать должное ребятам. Они не наглеют, как L&L Skin. У них-то ценник на подобные штучки не опускается ниже 16 тысяч рублей. Короче, судя по тому, что мы нашли, японским качеством тут даже и не пахнет. Но что касается эффективности таких гаджетов, а вот тут вообще большой вопрос без адекватного ответа. Некоторые приборы у L&L Skin работают на LED-технологиях. Заявляют, что разноцветные лампочки оказывают эффект на кожу. Каждый цвет по-разному. Синий снимает отеки, убирает воспаление, а красный сужает пору и удерживает влагу. Подобную домашнюю технологию из Китая я разбирала в самом первом инстачеке, где сын Валерии мутил бизнес с LED-масками. Не буду повторяться, посмотрите, пожалуйста, выпуск, чтобы понять, почему эффективность под сомнением. В общем, все познается в сравнении. Например, приборы с ионотерапией. Не могу судить в целом об эффективности ионотерапии, но давайте сравним аппараты. Вот профессиональный аппарат, который используется косметологами для проведения такой процедуры. Это огромная и дорогая машина с кучей режимов. Ей должны пользоваться квалифицированные специалисты. А тут нам обещают все те же результаты, но только от использования этих маленьких игрушек. Убедительно? Так себе. Ну и предлагаю взглянуть, как делается настоящая ионотерапия в косметологических кабинетах. Работаете по специальному проводниковому гелю, очистили поверхность кожи. Можно работать отрывая от поверхности кожи, можно работать по массажным линиям. А вот прибор от L&L Skin для микротоковой терапии. Микротоки якобы имитируют импульсы нашего тела и восстанавливают клетки кожи. Сосуды укрепляются, а обменные процессы нормализуются. И все это может сделать вот такой вот маленький помощник. А вот и профессиональная процедура по микротоковой терапии. А еще немаловажным является увеличение мощности с каждой процедурой. И вот почему. С каждым разом на процедурах мощность увеличивается, так как кожа имеет свойство привыкать очень быстро к всему. Сейчас хорошо будет видно, как поднимается верхнее веко. А вот как выглядят самые компактные приборы для этой процедуры. Опять ничего общего с этим маленьким девайсом, который, между прочим, еще и кучу других функций в себя вмещает. Не то, что эти дорогие профессиональные аппараты. Да, возможно, эти гаджеты и оказывают какой-то эффект, а может и не оказывают. Тут пока не воспользуешься, не узнаешь. Но отдавать 17 тысяч за прибор, который, возможно, не сработает, это вообще такое себе вложение. Не легче ли для эксперимента купить аналог подешевле? И рациональнее тогда сначала сравнить салонную процедуру, а потом уже смотреть, работает ли домашняя. Потому что если вас не взял салонный прибор, то домашнему точно ничего не светит. Потому что он точно слабее по мощности. Как по мне, все эти бренды просто отличные маркетологи и перекупщики, умеющие продавать своим покупателям совершенно ненужные им вещи, попутно рассказывая сказки о люксе и неповторимости их девайсов. И, друзья, тут важно понимать, что дорого не значит эффективно. Особенно, когда 90% этой цены составляет воздух. Ну что ж, на этом у нас сегодня все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, пожалуйста, делиться этим видео со своими друзьями. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока.